Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и вновь наш проект посвящен обзорам каминного и печного оборудования с вами. Сейчас мы на Уральской 10. Кто не знает, это один из самых первых магазинов, в которых началась продажа отопительного оборудования в Санкт-Петербурге более 20 лет тому назад. Рядом со мной камин от французской компании Supra. Нам про этот отопительный прибор расскажет Денис Репин, директор данного салона. Дорогие друзья, рад вам представить прекрасную топку компании Supra. Эта топка прослужила нам уже 15 лет в качестве единственного отопителя. Открывая топку Universe, мы можем увидеть прибор, который служил правдой, который давал уникальное тепло на протяжении 15 лет. В чем же особенности этой топки? В том, что она очень эффективна, очень надежно, красиво, ее можно адаптировать под множество облицовок, как французского, так и другого производства, и она обладает прекрасной длительностью горения. Топка обладает как боковым открытием, так и верхним подъемом. Футировка внутри выполнена из чугуна, что придает высокую надежность этой топке. Также футировка данной топки может выполняться из шамота, что будет повышать относительно эффективность и давать более приятное тепло от этой топки. Денис, расскажи людям про техническое открытие, боковое. Покажи, пожалуйста, его зрителям на конкретной модельке. Оно, как правило, используется для того, чтобы почистить топку, для первичного розжига и для того, чтобы почистить непосредственно само стекло. Как часто можно пользоваться этим боковым открытием? Смотрите, конечно, можно топку эксплуатировать в открытом режиме с открытой дверкой в бок, но это достаточно неэстетично, потому что вы имеете большую, так сказать, раскаленную лопату, об которой, по крайней мере, можно просто обжечься. А петли здесь такие же качественные при боковом открытии? Если сравнивать этот камин с тем, у которым нету верхнего, и он открывается только таким образом. За 15 лет эксплуатации нареканий и ремонтов дверки не было. То есть петли априори очень качественные. Вот мы видим облицовку. В принципе, классического такого варианта исполнения. Сделана она из камня. Скажи, пожалуйста, какие у нас варианты облицовок существуют для этой нашей каминной топки Universe? Вариантов облицовок достаточно много, в различных стилях, от модерна до классики, кантри стиль или так называемый рустик. В данном зале представлены их более 12 штук. Чем эта топка в том числе популярна, чем она уникальна в качестве интерьерного решения, то что можно ее адаптировать под мраморные порталы. Я вижу мраморный портал, я в них, если честно, не очень понимаю, но у нас достаточно большое такое техническое отверстие, прямоугольное. Топка у нас меньшего размера, чем это отверстие. Как мы будем закрывать непосредственно эту разницу? В комплект каждого портала входит мраморная адаптация из той же породы мрамора, которую наши специалисты во время монтажа подрезают и тем самым убирают расстояние от дверки топки до проемов мраморного портала. В салоне, кроме каминного отопления, других отопителей нету, поэтому, чтобы нам согреться, надо затапливать камин. Мы топим камин только березовыми дровами. Для растопки у нас всегда подготовлены мелкие полежки. В настоящий момент я заложил в топку большое количество дров. Наверное, порядка 6 килограмм. Топка выходит на свои максимальные обороты, мощности
Вы видите, какой эффективный, красивый огонь, объемный, жар просто превосходный. Ну, даже отсюда чувствую, да. Даже Да. чувствуется дальше. А теперь я хотел бы вам показать регулировки этой топки. Я перекрываю клапан подачи воздуха на горение. Огонь становится более замедленным, мощность немножко уменьшается, но это недостаточная регулировка. Более достаточная регулировка происходит путем перекрытия встроенной задвижки. Сейчас топка вышла на средние обороты своей работы. Данная закладка в таком режиме здесь будет гореть порядка 1,5-2 часов. Более тонкую регулировку для более длительной работы топки необходимо выполнять дополнительной задвижкой. А уже на дымоходе непосредственно. Задвижкой на дымоходе, да. Давай приоткроем дверку, посмотрим. Можно сейчас приоткрыть? Нет, сейчас приоткрыть дверку нельзя. Чтобы ее открыть, первым делом надо открыть задвижку на дымовой трубе. Второй очередью необходимо открыть встроенную в топку задвижку. Теперь дверку топки можно открывать, даже при закрытом клапане подачи воздуха на первичное горение. Открывать дверку можно как в бок, так и вверх. Ну, давай наверх. В рабочем режиме. Давай наверх. Давайте наверх. Для открытия нагретой топки необходимо пользоваться перчаткой. Так как топка обладает противодымным отсеком, это ее большой плюс, то в момент открытия дверки нет выброса дыма и искр в помещение. Вы видите, что нормально смонтированная топка прекрасно работает, не дымит. Для бокового открытия топки в комплектацию входит специальный ключ, который мы одеваем на ручку и открываем дверку топки. Сейчас идет очень сильный жар, и непосредственно вот эта дверка раскалена до очень сильного состояния. Также необходимо отметить, что такие тонкие регулировки даются за счет хорошей герметичности как непосредственно самой топки, так и непосредственно примыкания топки к дверке, потому что запирание происходит в двух точках. Боковое запирание дверки происходит в двух точках. За счет очень хорошей герметичности топка имеет очень тонкие регулировки. Ну что ж, дорогие друзья, хочу такое резюме небольшое сделать, что действительно камин от компании Supra, модель Universe, очень красивая, горит хорошо, стабильно работает уже много лет здесь, на Уральской 10. Большое спасибо Денису за то, что он рассказал нам такие основные вещи. Вот. Скажи, пожалуйста, сколько она отапливает помещение, кубов? Вообще эта топка рассчитана на отопление 110 квадратов при высоте потолка 2,5 метра. Ну, целый дом сложно таким камином, да, скажем так, обогреть, а основные помещения мы это сможем сделать. То есть это первый этаж чаще всего, да, жилья, ну и какие-то комнаты второго, если сделать разводку воздуха, да, на втором этаже, например. В настоящий момент топка у нас сейчас единственным отопителем является на площади более 150 квадратных метров, но чтобы в зимний период поддерживать здесь постоянное хорошее тепло, мы ее эксплуатируем в режиме чуть выше среднего. Не, ну жар, конечно, сумасшедший, действительно, а если ты открываешь стекло, то вообще рядом находиться даже некомфортно, а так вполне себе ты понимаешь, насколько данный камин мощный. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы посмотрели данный видеоролик.
Подпишитесь на канал Печь-обзор, поставьте лайк этому видео. Большое спасибо Денису за то, что он потратил свое время и рассказал нам про этот отопительный прибор. Ну и до скорых встреч.